Друзья, всем привет, на связи как всегда CloudGeo. Сегодня мы будем говорить о проекте Age of Farming, но это не будет видеообзор или видеогайд, потому что этот проект не новый и его мы обсуждали с вами на стримах где-то 1,5 месяца назад. В этом ролике я хочу с вами порассуждать, насколько целесообразно сейчас заходить в проект и насколько целесообразно находиться в этом проекте в дальнейшем. А спонсором этого видео является проект Ark Infernum, который располагается на сети VAX и в котором есть 10 типов монстров различной редкости, которые могут быть выращены из криокапсул, которые в свою очередь продаются в виде NFT. Монстры могут быть наделены способностями и будут использоваться в PvP сражениях на арене. Кстати, первые 1000 человек, которые вырастят монстров, получат монстра нулевого поколения со специальной способностью размножения. Самое интересное, что в проекте есть стейкинг монет из других проектов, таких как Farmers World, Sailors World и многих других. Дроп для криокапсул проходит прямо сейчас на Nifty Block, и ссылка на этот дроп будет в описании к этому ролику. Начать стоит с того, что в последнем стриме, который был буквально 3 дня назад, я сказал, что проект не стоит внимания, и потом я в телеграме своем написал, что я ошибся, друзья, что я имел в виду не тот проект. Я сразу сказал, что это не так, и что на проект можно сейчас смотреть, и сейчас он в принципе актуален для заработка. Также стоит сказать, что сейчас он поднялся в топ-3 на Atomic Hub, и объем продаж у него вырос. Мы знаем с вами, что когда проект выходил, то он показал себя с не очень хорошей стороны. Интерес к проекту мы с вами не увидели, и особого роста токенов тоже не было. В основном они все время падали. Но в последнее время мы увидели такой, не могу сказать, что значительный, но неплохой объем продаж мы увидели. И такой объем продаж позволил этому проекту подняться в топ-3 на Atomic Hub. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на объем продаж. Это очень важно. Ранее для того, чтобы проект попал в топ-5, он должен был показать внушительный объем. 50-100 тысяч долларов за день. Сейчас же проект Age of Farming показывает где-то 7, 16, 8 тысяч долларов за день. И таких объемов ему уже было достаточно для того, чтобы залезть в топ-3. С чем это может быть связано? Прежде всего, это связано с общим падением рынка криптовалют. Мы с вами видим, что сейчас происходит с биткоином, да и в принципе с другими монетами. И на фоне этого небольшие объемы продаж позволяют вот таким вот проектам залазить в топы и показывать себя с наилучшей стороны, потому что проект достаточно долго был, скажем так, в тени, на него не было особого внимания обращено, и теперь у него есть шанс для того, чтобы привлечь новую аудиторию. Еще одним фактором, который влияет на то, что этот проект залазит в топ-3, это то, что просто конкурентов у него очень-очень мало. Последняя фармилка была Diggers World, и, как мы знаем, она уже сдулась, особо заработать там не получится. На этом фоне Age of Farming показывает достаточно неплохие результаты. Вы можете посмотреть, сколько приносит сейчас NFT этого проекта и какой у них здесь окуп. Ссылка на этот калькулятор я оставлю в закрепленном комментарии, сможете перейти, посчитать, посмотреть. Но в среднем здесь 20-17 дней, естественно, это все дело у нас плавает, потому что тут много зависит от сезона игры, да, там лето, весна, осень, зима и так далее. И это все дело будет еще меняться. Но тем не менее, на фоне того, что другие фармилки просто вымирают, это очень хороший результат для Age of Farming. И сейчас практически нету аналогов, в которые можно залезть. Если мы не будем брать во внимание майнинг, вот это вот ТВР, да, о нем мы тоже говорили на прошлом стриме. Если вам интересно, можете посмотреть. Я сказал свое мнение и сказал, почему я в него пока не планирую заходить. Также токены проекта Age of Farming показали достаточно неплохой результат за неделю. Выросли они почти на 200%. Это первые 2 токена, и третий токен, к сожалению, такого результата не показал. Но если мы будем рассматривать вот эти вот 2 токена, то они приблизились к значениям, которые были при выходе этой игры. То есть, когда только сюда заходили люди, когда проект зарождался, значения были такие, какие они сейчас. И это достаточно странно, и мы с вами не часто видим подобное в фармилках. Я думаю, что это можно обсудить и прийти к какому-то мнению. Сейчас выскажу свое мнение на этот счет, я надеюсь, вы его поймете правильно. Мы должны помнить, что у NFT проектов есть определенные фазы, и нас сейчас волнуют 2 основные фазы. Это фаза роста и фаза падения. Так вот, здесь фазы роста как таковой просто не было. Такое ощущение, что проект, когда вышел и токен залистился, он практически сразу начал падать и потом пошел в какой-то боковик. И мне эта ситуация напоминает то, что было с проектом Farmers World. Если мы посмотрим, то когда залистился токен проекта Farmers World, то он
он тоже определенное время находился в боковике, причем достаточно длительный промежуток времени, почти месяц, да, 30 дней он находился вот в этом боковике и особо не рос. И только потом он начал показывать результат, пошел вверх и показал нам колоссальную просто и прибыль, и рост, и все остальное. И также стоит заметить, что фаза роста у нас достаточно такая растянутая, а фаза падения у нас резкая, быстрая, и она занимает обычно меньше времени. То же самое мы можем с вами наблюдать на графике токенов проекта Goldman Game. Да, у нас здесь есть растянутая такая фаза, ну, относительно растянутая фаза роста, и потом резкое и быстрое падение. Это связано с тем, что большинство игроков с большим капиталом выходят из проекта и фиксируют свою прибыль после того, как они окупаются. Так вот, если мы будем возвращаться к проекту Age of Farming, то очень похоже на то, что все это время вот этот вот боковик, который был 62 дня, да, ну давайте чуть поменьше возьмем, 56 дней, это то же самое, что было с проектом Farmers World вот здесь вот, то есть он просто был в боковике, и возможно сейчас он покажет какой-то рост. Я не могу вам гарантировать, что этот рост будет, я вообще не могу вам что-то предсказать со стопроцентной вероятностью, но вероятность того, что рост все-таки будет, и мы, возможно, даже обновим какие-то хаи, он есть. Отсюда можно сделать вывод, что если вы находитесь в проекте, то вам рыпаться не нужно. Просто сидите и фармите, радуйтесь тому, что этот проект приносит вам сейчас доход. Я думаю, что вы уже окупились, а если не окупились, то окупитесь в ближайшее время. Тут вопрос будет у других ребят, которые еще не находятся в этом проекте, и они спросят, стоит ли сейчас заходить в эту игру. И ответить на этот вопрос будет достаточно сложно, потому что, по моему мнению, маркетинг у проекта Age of Farming еще немножко хромает. Разработчики будто не стремятся распространить его в массы и будто находятся в своем потоке и пытаются вот прям развивать проект и хотят, наверное, чтобы по принципу сарафанного радио игроки друг от друга узнавали об этой игре. Но тем не менее, объемы продаж мы видим, что сильно выросли, и видно приток новой ликвидности в этот проект, и это хороший знак для тех ребят, которые сидят в этом проекте, и такой, скажем, уже триггер для того, чтобы принимать решение, стоит ли заходить в этот проект или нет. Для ребят, которые этого еще не сделали. И если бы я принимал решение сейчас заходить в этот проект или нет, то я бы немножко подождал, потому что объемы продаж у нас выросли, да, это все здорово, но нам нужно увидеть этот рост, что это не просто локальная какая-то штука, которая сейчас вот так вот пойдет и дальше будет скатываться вниз. Я думаю, что если мы обновим вот эти вот хаи, вот эту вот тень, да, если мы пойдем выше нее и закрепимся выше нее и проторгуемся там какое-то время, не знаю, 3-4 дня и отобьемся, пойдем чуть дальше, то тогда уже можно будет понять то, что это действительно все это время был просто боковик, скажем так, предварительные ласки этого проекта, и сейчас он может показать неплохой рост. Оттуда я уже бы принимал более агрессивное решение для того, чтобы покупать NFT и заходить в эту игру. До момента, пока мы не закрепились выше вот этих вот хаев, я бы сидел на заборе и просто ждал дальнейшего развития событий, потому что все может пойти именно по такому сценарию. Это может быть просто какой-то локальный такой влив ликвидности, мы сейчас подрастем, а дальше пойдем вниз и снова уйдем в этот боковик. И тогда, разумеется, если вам этот проект интереснее, вам, конечно, будет выгоднее заходить все-таки на низах, потому что NFT будут стоить намного меньше, и окуп у вас будет тоже намного меньше. Если вы зайдете здесь и цены на NFT потом упадут, то вы засядете в этом проекте надолго и очень долго будете сидеть и пытаться как-то окупиться. Ситуация с этим проектом очень интересная, и возможно мы получим хороший рост, а возможно мы пойдем вниз, поэтому принимать решение, конечно, только вам, и я выражаю только свое мнение. Ну и хочу провести небольшой розыгрыш NFT этого проекта, разыграю 2 NFT среди своих зрителей. Нужно выполнить, как всегда, какие-то обычные простые условия. Нужно поставить лайк этому видео, написать комментарий в тему этого видео, не просто хочу участвовать в розыгрыше, а какое-то свое мнение выразить или, возможно, какой-то свой прогноз дать. Ну и, конечно, подписаться на мой телеграм-канал. Это все, что вам нужно сделать, и через 2 дня я проведу розыгрыш в своем телеграм-канале и победителям отправлю 2 NFT этого проекта. Вы сможете абсолютно бесплатно зайти в этот проект, если он вам интересен, а если не интересен, просто возьмете их и продадите на Atomic Hub, получите тоже неплохую денежку. Поэтому принимайте участие в розыгрыше, и я уверен, что именно вы победите и получите NFT.
Также хочу напомнить, что совсем недавно я проводил стрим по заявкам от своих зрителей. Вы писали проекты, которые хотите, чтобы я разобрал, и на стриме я высказывал свое мнение касаемо этих проектов. Если вам это понравилось, то я могу повторить такой стрим, а те, кто не видели его, обязательно посмотрите, там очень много интересной информации. Мы разобрали, не знаю, проектов 10-15, и возможно тот проект, за которым вы следите, тоже есть в этом списке. Обязательно посмотрите стрим, я думаю, подчеркнете что-то новое для себя. На этом буду с вами прощаться, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Telegram. Всем удачи, всем профита, всем пока.